TOX1 TV-бокс на Amlogic S905X3 до $50 с сумасшедшими преимуществами на канале Технозон. Ну что, ребят, ждали мы нечто нового в 2020 году, ближе к осени, и мы дождались. Пока Amlogic S905X4 появится, S905X3 будет актуален еще пару лет, это минимум. Так вот, S905X3 в этом TOX1, 4 на 32 гигабайта хранилища, Wi-Fi 5 ГГц, 2T2R Wi-Fi, кстати, LAN RJ45 на 1000 мегабит с внешней антенной. Вы знаете, достаточно интересная штукенция. Сразу проговорю плюсы и скажу минусы, ничего скрывать не буду. Из плюсов: Dolby True HD в режиме Post-True, DTS HD Master в режиме Post-True, это значит, что здесь есть HD звук, который передается через HDMI. К сожалению, из минусов сразу хочу отметить отсутствие SPDIF, но дело в том, что HD звук через SPDIF и не идет, а SPDIF вы можете получить через аудиоэкстрактор внешний. Также из плюсов у нас есть работающий Samba сервер, работающая информационная панель, автофреймрейт через API Google прямо в прошивке. Да, конечно, не такой, как в Югус, допустим, там, где есть шикарнейшее меню с полной настройкой, но здесь реализован автофреймрейт, который поддерживается Vimeo плеером, поддерживается тем же самым Smart YouTube TV, поддерживается TVMate, но при этом еще и можно взять и включить AFRD для приложений, которые не поддерживают автофреймрейт. То есть у вас здесь будут работать абсолютно все типы автофреймрейта. В частности, это говорит о том, что здесь есть root права, которые можно выключать, либо включать и делать их silent. Короче, действительно широкое количество настроек. Также хочу сразу же отметить ЦИК. ЦИК здесь абсолютно идеально рабочий, который позволяет регулировать громкость вашего телевизора прямо с пульта ТВ-бокса. То есть не так, как это как реализовано на Shield, например. Плюс здесь, он включает, выключает, соответственно. Плюс здесь, если говорить о преимуществах, то, конечно, в 2.4 он топит как сумасшедший в 2.4 диапазоне Wi-Fi. То есть соточка — это стабильно. Если у вас 2T2R Wi-Fi роутер, как у меня AX3600, то это до 170 мегабит доходит. Я вам покажу это, потом увидите сами. А вот, казалось бы, отрицательный момент насчет температуры. Мы здесь столкнулись с целым рядом интересностей. Почему? Потому что нам производитель выдал сразу температурный режим. Говорит: слушай, Bubble, тут такое дело. У нас есть температурные режимы работы приставки. Я говорю: как это? То есть я вообще удивился, первый раз у меня такое. Он говорит: в состоянии простоя это 60-68 градусов, в состоянии работы мультимедиа 68-75, торрент это 75-78-80. То есть он говорит: у нас порог тротлинг теста 85. И игры до 85-86 градусов. Но я вообще удивился. Если вы честно сказали, вы говорите, что она так должна работать, то я вам верю на слово. Я, конечно же, это все проверю. Но, говорит, у нас дело в том, что есть двоякое отношение к этому всему делу. У нас внутри стоят пыльники. Сетка-пыльник. Для того, чтобы через вот эти вот диффузоры не было забивания пылью этого самого ТВ-бокса, потому что здесь сквозная вентиляция. То есть по принципу конвекции он берет воздух снизу и выталкивает его сверху, когда там нагревается. И вот такая вот ситуация. Говорит, дело в том, что пыльники можно снять и температура упадет. И тогда температурные режимы работы у нас состояние простоя от 60 до 66, мультимедиа 66-70, торрент 70-73-74, игры без изменения, примерно до 86, так и будут они греться. Вот как-то они решили пойти таким путем. И да, мы отсняли весь обзор с пыльниками, чтобы человек понимал, что он получает в руки. То есть он получает в руки приставку с пыльниками. Пыльники снимаются проще простого. 4 винта под ножками откручиваются, снимается верхняя крышка. Здесь вот так вот стоит первый пыльник. Вот смотрите, стоит первый пыльник. Вот таким вот образом. На разборке вы увидите, как он выглядит, вернее, не разборке, на распаковке. То есть вы просто-напросто берете чем-то отверткой, проталкиваете, пыльник выпадает. Это первый пыльник. Снимаете еще 3 винта, и у вас под приставкой находится второй пыльник. То есть он просто-напросто вставлен вот таким вот образом. Просто снимаете пыльник,
скручиваете приставку и получаете чудо. Я вам честно скажу, я бы еще с их стороны поменял бы местоположение радиатора ребрами не снизу вверх, а справа налево. Почему? Потому что у нас получается, вернее не справа налево, а снизу вверх. Почему? Потому что у нас получается ребра смотрят в эту сторону. И то по тому же принципу конвекции воздух распределяется в стороны и выходит потом через верх. Немного затрудненная у нас вентиляция. А при расположении ребер перпендикулярно, вот снизу вверх, то они бы расходились, воздух расходится вверх, вернее по сторонам, и уже улучшается циркуляция. Но это даст, если падение температуры даст на полградуса, и то хорошо, это я уже придираюсь, откровенно говоря. Ну просто к боксу я действительно подошел очень сильно придирчиво. Ну, во-первых, мне понравилось то, что правду сказали, но хотелось именно получить максимально правдивый обзор. Я скручиваю этот ТВ-бокс вместе с пыльниками, и идет он на обзор вместе с пыльниками. Но в конце, после игровых возможностей, я обязательно вам покажу, например, YouTube, давайте YouTube без пыльников, торренты без пыльников и, конечно же, запущу игры без пыльников. Ребят, ну как-то так. Если мы посмотрим с вами данный TOX 1 на Алиэкспрессе, мы увидим, что он стоит 49.92. И это старт продаж 49.92. Он упадет 100%. Но я вам скажу, что если рассматривать покупку, допустим, до $50, то TOX это приставка выбора. И опять же, в обзоре вы увидите почему. А если говорить, допустим, о том, что вы готовы потратить там, до $60-70, то, конечно же, я советую выбрать Yugus. Если вы хотите приставку на OSP на чистом андроиде, то это да, действительно, вот Yugus я советую X3 Pro, X3 Cube. Вы там сами уже выбираете, что вам больше по деньгам зайдет. До $50 я советую именно TOX. Ну, я не говорю там сейчас про стики X96S и другие варианты. Мы, конечно же, потом в топ-5 обсудим. У нас, кстати, скоро выйдет топ-5 ТВ-боксов до $50. Мы обсудим, какие ТВ-боксы туда вошли уже на осень 2020 года. Дальше. Ссылка лежит в описании под видео на проверенного продавца, откуда мы получали данный ТВ-бокс. Ну и, конечно же, советую нажать подписаться и колокольчик, чтобы не пропустить дальнейшие наши самые интереснейшие обзоры. Ну и участвуйте, конечно же, в акциях. Условия очередной акции лежит в описании под видео. Сейчас я говорю вам Хавабанк, ребята. Это же Бубльгум и TOX 1 на канале Технозон. Поехали. Итак, распаковочка TOX Trust On X. И вот такой вот у нас ТВ-бокс. Он маленький. Он реально маленький. И первое, что бросается в глаза, это наличие огромного количества отверстий для охлаждения. То есть мы с вами имеем сверху диффузоры. Это, кстати, первый раз, когда я вижу ТВ-бокс с верхними диффузорами. Есть нижние, боковые, очень много всего. Но я бы сказал, что боковые немножечко... это перебор. Это перебор с боковыми. Почему? Потому что нужно было их вообще убирать. Их не нужно было ставить. То есть нужно было нижние, верхние. И тогда бы по принципу конвекции не было бы вот этих боковых заборов. Ладно. Знаете, что я вам хотел показать? Интересное. Ну, сейчас рассмотрим, что у него есть на боках. И рассмотрим комплектацию. Есть у нас антенка прикручиваемая. Это хорошо для Wi-Fi. Есть у нас блок питания 5 вольт 2 ампера. Достаточно обыденный. Кабель HDMI и есть вот такой вот пульт, тоже обыкновенный пульт с кнопками, на которые можно назначить какие-то действия. Есть у нас кнопки мультимедиа, цифровая панель. Это самый обыкновенный инфракрасный пульт, но не самый худший. Я вот сразу говорю, это не самый худший пульт, который я видел. По интерфейсам у нас есть разъем питания HDMI, LAN, USB 2.0, USB 3.0 и разъем для TF-карт. Здесь нет у нас SPDIF. Это однозначно. То есть это все-таки бюджетный бокс, но я не скажу, что к нему нельзя подключить SPDIF через аудиоэкстрактор. Кстати, ссылочку на аудиоэкстрактор могу положить в описании под видео. И есть у нас LAN J45. Знаете, что хотелось вам показать? Сейчас мы размотаем блок питания. Одну классную штукенцию. Как стартует этот бокс? То есть мы с вами включаем и наблюдаем. Загорелось и пошло. Вообще здесь есть такая немного уникальная штука.
Дело в том, что диод работает как, знаете, как диод на стационарном компьютере. Видели, начало там вращаться что-то. На стационарном компьютере он моргает, когда идет обращение к eMMC, то есть к внутреннему хранилищу, как к жесткому диску. Этот светодиод работает именно в таком режиме. Я знаю, что должны ввести еще управление этим светодиодом в ближайшей прошивке. Она будет уже очень скоро после этого обзора. Вот такой вот старт, он очень интересный, особенно когда сочетается с тем, что вот на экране оно очень красиво переливается. Ну, я не скажу, что это мега большой плюс, но это такая его особенность, на что я сразу же обратил внимание. Ребят, будем настраивать, подключать и будем разбираться, что же за токс такой нам достался. Интерфейс вот такой цветастый. Честно говоря, мне не нравится эта наляпистость, хотя имеет право быть такой, знаете, Material Design от Google. На самом деле они такое продвигают. В самом низу у нас есть строка избранного, где мы можем с вами выбрать те приложения, которые мы хотим с вами использовать, и чтобы они отображались внизу как приложение быстрого доступа. У нас есть раздел музыка, есть настройки к ним чуть позже, и игры. В игры, кстати, мы здесь можем добавлять, допустим, те игры, которые мы проинсталлировали. Вот, пожалуйста. Все. То есть у нас получается это все по разделам. Не самый плохой интерфейс, который я видел. И в видео у нас здесь можно, допустим, добавить еще парочку каких-то моментов. Например, Кинотренд и Smart YouTube TV. Ну, это как пример. В меню настроек здесь очень много всего интересного на самом деле. То есть как для ТВ-бокса до 50 баксов, так это вообще огромная такой кладезь. Wi-Fi 2,4-5 ГГц. С аккаунтами вопросов нет. Идем в настройки устройства. В обустройстве видим, что это TOX 1 версия Android 9. По хранилищу это 32 гигабайта хранилища. Системные панели. Вот информационная панель. Здесь вот начинаются самые элементы такие. Знаете, вы, наверное, те, кто видел Slimbox, например, прошивки, то там знают, что очень много всяких фишек взято из Yugus прошивок, да. Да и вообще некоторые начинают либо копировать, те же самые Magixi. Очень многие сейчас пытаются скопировать фишки Yugus. Ну и компания TOX в том числе. Ну, компания, не компания, производитель TOX. В частности, есть информационные панели, где вы можете отображать, например, температуру процессора, частоту процессора, нагрузку, отображать RAM. Все это еще и в текстовых значениях. А где это отображать? А вверху. Потому что у нас есть и информационная панель, и плюс еще у нас есть полноценная шторка, правильно работающая, и нижний вот этот вот, нижняя панель навигации. Но я отключу, мы будем использовать. Почему отключаю? Потому что в момент использования, когда смотришь контент, мы на видео не увидим с вами температуру. Поэтому ориентируемся именно на floating window на текущий момент, на вот это летающее окошко. Есть вариант скрытия панелей, мы выбрали скрывать автоматически. USB у нас можно выбрать хост, OTG, MTP, PTP. Питание, таймер выключения. У нас есть таймер выключения по питанию. И нажатие по кнопке питания, что будет происходить либо сон, либо гибернация, либо гибернация. Здесь есть гибернация, круто. То есть он фактически выключается, запоминая состояние. Это отлично. Есть у нас суперюзер, который можно отключить, либо включить, кстати, полный с SU и плюс еще отображать состояние SU. У нас есть здесь Samba сервер. То есть в приставке до 50 баксов есть Samba сервер. Тот же Minix U22XJ за 170 баксов до сих пор ни хрена не сделал в этой, скажем так, области. Они этот Samba сервер допилить нормально не могут. А здесь есть. Вот, например, мы можем зашарить с вами медиа, задать, давайте файловый сервер включим, админ, доступ без авторизации. Нет, мы оставим доступ с авторизацией. И давайте проверим, как Samba сервер работает на моем смартфоне. Мы сейчас выберем Explore, нажмем LAN и добавим сервер, произведем поиск. И вот появился наш Samba сервер. Заходим в медиа, к нему сейчас подключен жесткий диск, который мы используем. Вот мы можем увидеть его, допустим, если зайдем в мои приложения, файл-браузер, мы видим, вот он, медиа, и сравним каталоги. Он сейчас сканирует каталоги, и открылась папка. Все та же самая, Recycle Bin, Android, DTSIM, Movies, Sonic. Что ж, это работает. Хорошо,
Это зачет, это зачет. Есть у нас пользовательские скрипты NID, вы можете тут разгуляться, чего захотите. И все, в принципе все. Больше ничего интересного для нас тут нет. AIDA 64, производитель TOX, модель TOX 1, тут TOX, короче, OZU 4 на 32. Центральный процессор AMLogic S905X3 Cortex A55, 4 ядра по 1,9 ГГц. За отображение отвечает Mali G31. Сеть у нас 5 ГГц с connection спидом 867 мегабит. Будем сейчас его обязательно тестировать. По кодекам стандартный набор, включая VP9 on 2. Ну, само собой, YouTube HDR работает через Smart YouTube TV. По AFRD, автофреймрейт у нас есть, но если вы видите AFRD, ну вот мы можем его запустить. Если вы увидите AFRD, я отключил. То есть я его отключил, а почему? Потому что здесь есть полноценный автофреймрейт, например, как в NVIDIA Shield. То есть если мы зайдем в Vimeo Media Player, пойдем сейчас с вами в опции, в диагностику, увидим, ну у меня сейчас нет 4К здесь рекордера, поэтому увидим все в Full HD, но мы видим, что приставка поддерживает автофреймрейт через API Google, абсолютно со всеми частотами, то есть 5994, 60004, 5994 еще один. Ну у меня сейчас 23976 просто нет в рекордере, но 23976 оно тоже поддерживает, как и 24 кадра. То же самое мы можем сказать про Smart YouTube TV. Если вы пойдете в Smart YouTube TV и, например, включим какое-нибудь из наших видео, тут у нас получилось, видите, как системщина. Еще и YouTube проверим заодно. То есть, если мы сейчас в Smart YouTube TV пойдем в дополнительно, ну, во-первых, включим жучка на всякий случай. Хотя, зачем он нам здесь нужен, потом все равно проверим. И пойдем в качество, в раздел AFR, то мы с вами сможем включить автофреймрейт. Блин, он сейчас проигрывается, остановись. Так, качество AFR. То мы с вами сможем включить здесь автофреймрейт. Вот, пожалуйста. У нас заработал автофреймрейт, при том, что у меня еще переклацнуло частоты, твою же налево. Поэтому это очень круто. Это очень круто. Здесь есть абсолютно крутой автофреймрейт, который реализуется через API Google. Так что вы, вот в частности, здесь можете, здесь да, нет таких настроек автофреймрейта, как в Yugus, например, но здесь есть поддержка нативного автофреймрейта через API Google, плюс есть рабочий AFRD, выбирать вам, через какой работать. По спид-тесту, поехали, 5 ГГц. 100, блин, 200, нет, вот да, 200 мегабит на загрузку, я считаю 210 даже, ничего себе. Но это на роутере Xiaomi AX3600, 213 на 260, почти на 270. Это очень хороший показатель. Давайте переключимся на 2.4. А вот, кстати, знаете, здесь вот недавние приложения, вот выбираешь, вот можно просто вот таким вот образом листать. Слушайте, вообще крутая крутотень. Давайте включим с вами 2.4 ГГц. Стартуем 2.4 ГГц Wi-Fi и получаем ни много ни мало выше. Сколько? Стоп, ребят, это 160 мегабит на 2.4 на AX3600. Сейчас мы подключим к более дешевому роутеру, потому что AX3600 роутер это 2.4 ГГц. Ребята, это 2.4 ГГц на таком вот роутере сумасшедшем. Сейчас с вами подключим к 2.4 более дешевому. Да, это был 2.4. На более дешевом 2.4 мы сейчас с вами видим, что приставочка показывает, ну, выше среднего. Стоп, это Tenda EC10. Это даже намного выше среднего. То есть, скорее всего, это благодаря вот этой вот антенне мы видим 80 мегабит, 85 мегабит на загрузку. Но при этом вы должны учитывать, что если у вас очень много 2.4 роутеров в вашем доме, то, скорее всего, такого результата может не быть. Тут будет сильно большая интерференция в 2.4 диапазоне, и результат может падать. Но сетевыми модулями данная приставочка может похвастаться. Но только я вам говорю, на AX3600 проверяли 5 ГГц. И тестируем LAN RJ45. Здесь 1000 мегабитный LAN. Он показывает отличные результаты, 678 на 600. И для приставки за такие деньги это отличный результат. По тротлинг-тесту мы проводили тротлинг-тест, но
я вам могу сейчас сказать, что тротлинг-тест здесь провести достаточно сложно, он не оптимизирован. Я сейчас покажу, то есть нам пришлось скриншотить результаты. Мы видим абсолютно зеленый график. Вначале у нас есть артефакт, это я сейчас именно покажу, откуда он берется. То, что приставка не греется, это факт. Об особенностях я вам уже говорил температурных, то есть здесь 73, она хоть и показала в тротлинг-тесте, но я вам честно говорю, вот честно, без зазрения совести, что я видел 77 градусов температуру при проигрывании очень тяжелого 4К торрента. То есть это я видел на этой приставке. То есть я не буду говорить, что этого нет. Вы знаете, что я себе говорю правду. Другое дело, что сам производитель изначально сказал, что, ну, смотрите, мы выпустили рабочие температуры такие-то, поэтому вот это должно быть, вот в торренте это до 80 градусов может быть, при этом это будет без тротлинга, потому что порог тротлинга в данной сборке 85 градусов. То есть для него до 80 градусов это нормальная температура, и он тротлить не будет. Поэтому, ну, есть как есть, показываю правду. Что касается насчет тротлинга, вот этот артефакт, для того, чтобы люди не боялись, что происходит здесь с артефактом при тротлинг-тесте. То есть мы нажимаем на старт, и у нас происходит вот такая вот фигня. То есть вы увидели, да? Вот, кстати, мы видим предыдущий тест, 72 градуса была максимальная, вообще 73. Мы специально именно проверяли частоты. Частоты не падают и тротлинга нет. По температурам вы смотрите сами, какие температуры он показывает на любом контенте. Специально для вас существует это окошечко с температурным датчиком. Также мы с вами должны проверить быстродействие USB 3.0 жесткого диска, для того, чтобы мы понимали, насколько здесь может приставочка у нас проигрывать тяжелый контент с жесткого диска. Поехали. Итак, по результатам. Копирование памяти 1,57 гигабайт в секунду. Это неплохо. Это не топовый результат, но это средний, хороший среднячок. По копированию, последовательному чтению, вернее по жесткому диску у нас получается 61 умножить на 8. Вы здесь спокойно сможете смотреть фильмы до 480 Mbps, которых в принципе в природе не существует. Максимальный Blu-ray диск 128 Mbps. Поэтому ограничений по USB 3 здесь каких-либо сюрпризов быть не может. По системным тестам мы с вами уже подошли к концу. Смотрим, единственное, у нас еще производительность в синтетике. По результатам у нас iStorm Extreme 5436, это хороший балл, то есть это один из больших баллов. И 8772 iStorm Unlimited, скорее всего тут либо какой-то артефакт, но это такой среднячковый балл для iStorm Unlimited. При нажатии на кнопку голосового ассистента у нас появляется выбрать, что мы будем использовать. Google Ассистент либо Google. Давайте посмотрим, что такое Google, что такое Google Ассистент. Ага, Google это простой поиск Google. Давайте попробуем Google Ассистент. А Google Ассистент это у нас Katniss. Все, я понял. Тогда я выбираю Google Ассистент всегда и будем пробовать. То есть самый лучший фильм. Google Ассистент это у нас Katniss, то есть нам здесь не нужно будет делать никаких модификаций для того, чтобы здесь голос работал. Он здесь работает изначально из коробки. Вот он нашел самый лучший фильм в YouTube, нашел еще в нам, в Smart YouTube TV, в HD Video Box. То есть здесь установлен сразу из коробки на чистом Android правильный голос. Как в принципе установлен и Android TV, это Remote, это для управления приставкой через приложение Android TV Remote. Вот оно так вот выглядит. Нажимаем Android TV, выбираем Talks, и у нас появляется пульт. То есть фактически у нас есть пульт. Вот смотрите, мы нажали, например, с вами поиск, и мы можем прямо печатать в поиске с вашего смартфона. Вам не нужна никакая клавиатура, это удобно. Плюс он поддерживает здесь и трекпад, и просто вот навигационные мультимедийные кнопки. Что у нас есть? Сенсорная панель есть. То есть мы можем через сенсорную панель управлять этим самым токсом. Не знаю, насколько это удобно, но то, что оно есть, это огромный плюс. Также у нас здесь устроен AirScreen для трансляции смартфонов, iPhone, либо Miracast. Не Chromecast, сразу говорю, Chromecast здесь нет. Далее, поехали по мультимедиечке. Мы с вами, в принципе, уже видели Smart YouTube TV, как работает. Давайте мы, наверное, пройдемся по проигрыванию IPTV. Конечно, мы к YouTube вернемся. Я советовал бы здесь использовать IPTV плеера, которые изначально поддерживают автофреймрейт, в частности TVMate.
И вот у нас включился TV-Mate, у нас изначально стоит здесь 4К канал, который мы уже здесь проигрывали. Вот мы можем включить, например, Home 4К. Вот мы его развернули, и 4К каналы IPTV он проигрывает вообще идеально. При этом, с учетом того, если вы, допустим, не используете AFRD, а используете TV-Mate, то в TV-Mate будет работать автофреймрейт. Поэтому с IPTV телевидением здесь просто отлично. Температура проигрывания 4К IPTV 71 градус. То есть тоже, опять же, показываем как есть. YouTube. При оценке 4К YouTube мы должны понимать, что X905X3 работает всегда и везде с YouTube без проблем. Вот в частности мы включили 4К ролик, он пошел проигрываться. Это, кстати, наше видео, мы его снимали. Давай уже там выйди, вот. Это очень красиво, у нас Хортица есть такой остров классный, это старый скифский стан, и вот мы его снимали когда-то. Это невероятно красивые места, и, кстати, он каменный меч. Давайте попробуем 4К 60 FPS, выходим. И вот, кстати, тоже мы снимали, это уникальное розовое озеро, тоже недалеко от меня, очень красивые виды, мы тоже его снимали. Кстати, 4К 60 FPS тоже идет, 0 дропов, здесь у меня вот вообще вопросов нет. По YouTube вопросов нет, действительно нет. Хорошо, выходим, с YouTube разобрались. Но хочется проверить, что же происходит, когда проигрываются торренты 4К. Я могу сказать, что я вчера в торсерве проигрывал, вот, пожалуйста, джентльмены. Поехали их и проиграем. И тут еще один немаловажный момент, потому что в данном тесте мы должны еще с вами протестировать, как у нас работает 5.1 звук. У нас подключен ресивер, ну, сейчас мы протестируем торрент, пусть поиграет, мы посмотрим на температуры. Использовать будем Vimeo Media Player. У меня перещелкнула частоту. Сработал автофреймрейт и поехали проигрываться джентльмены. С этим у нас действительно все идеально. Вот у нас, кстати, и в Dolby Digital оно сразу пошло. То есть у нас есть Dolby Digital здесь. Сейчас мы с вами еще должны проверить Dolby Digital True HD. Должны проверить DTS HD Hi-Res. Все, он воспроизводится, пусть поиграет немного, 73 градуса 74. Вернемся буквально через какое-то время. Итак, уже некоторое время проигрывается, 75 градусов, нет ничего того, от чего бы не заявлялся производитель. То есть вот все по-честному, да, ребята пришли и сказали, вот смотри, ну 76 градусов, но торрент проигрывается хорошо, проигрывается. Я смотрю его без проблем, он не тормозит, ну сейчас темная сцена, он не тормозит, он, ну то, что я вам говорил, я видел 77 градусов, то есть он, скорее всего, 77 и будет. При этом, что давайте делать поправку на то, что мне действительно жарко в студии, то есть здесь работают осветители, которые на него светят, такие достаточно мощные. Хорошо, с торрентами мы поняли, что в Dolby Digital он работает. Вот, кстати, 77 градусов наши. С Dolby Digital он работает. Хотя я вам честно скажу, я бы приколхозил что-нибудь к нему. Вот такой вот у нас здесь задел на колхоз с этими отверстиями, это очень удобно. И сразу, кстати, температура падает. Видите, я вышел, она сейчас упадет до 68-65 градусов рабочей температуры. Нам осталось протестировать мультимедийные возможности с внешнего жесткого диска. В частности, мы должны с вами проиграть на стоковом плеере Gemini Man или Gemini Man. Так, Gemini Man начал проигрываться, сработал автофреймрейт у нас, хотя здесь 60 Гц, у меня 60 Гц стоит, какой автофреймрейт. Здесь как бы вообще без вопросов, тоже в Dolby Digital пошел. 4К 60 FPS жесткого диска воспроизводится 73 градуса. Тут, ну, шикарно. Шикарненько все можем помотать. Пожалуйста, на серединку куда-нибудь. Повышается до 75 при перемотке, при действиях с интерфейсом, а потом падает до 73. Все воспроизводится, мало того, еще температура упала. Что-то они там перемудрили, наверное, с температурой. Так, 68, давай пробовать. Короче, Gemini Man работает. Давайте с вами попробуем. Вот, кстати, Dolby True HD хочу попробовать. Вот прям горит желание. А еще давайте его в коде попробуем. Dolby True HD в коде. И у нас есть Dolby True HD. И тоже в коде автофреймрейт сработал. Блин, задолбали. Dolby True HD есть. Ребята, вот эта приставка до 50 баксов. Вот это называется приставочка действительно стоит того. Да еще DTS SFX Long Lossless. Я думаю, что если он еще поддерживает DTS HD Master,
DTS HD Master. Вот такие вот сюрпризы нам подготовил TOX. Тоже есть как есть. Очень много преимуществ у данной приставки, конечно, по сравнению с ее конкурентами. Это невероятно. По воспроизведению мультимедиа действительно все шикарно. Но я знаю, что многие из вас меня попросят обязательно проверить какие-нибудь игровые возможности. Да, подключим наш геймпад GameSear G4S. Все, он подключился, провибрировал. Управление есть. Хорошо, поехали. Давайте ее закипятим. Вот у меня желание в играх тупо закипятить и посмотреть максимум, сколько она покажет. 77 градусов. Поехали, поехали, поехали. 3, 2, 81. 1. Поехали, помчали. То, что она не тротлит, да, они заявили, что у них порог до 85, это понятное дело. Но насколько мы... Зачем я это сделал? Вот кто мне скажет? Зачем я разбил столь прекрасную машину красивую? Феррари все-таки. 82 градуса. Затротлим, не затротлим. Конечно, для игр ее нужно охлаждать. Классно вообще они бьются. Вот обожаю, кстати, обожаю этот весь момент. То, что она работает, это факт. 83. Но то, что я не советую на этом играть без дополнительного охлаждения, это тоже факт. Мы, конечно же, можем сейчас врубить какой-нибудь кулер активный и посмотреть, что из этого получится по температуре. Ну, слушайте, но она-то не тротлит. Она-то не тротлит. Мы на каком месте? На первом. Опять я разбился. 85 градусов. Я говорил, но вот больше 85 вообще не должна идти, по идее. А вот теперь мы тестируемся без сеточек. В состоянии простое мы видим температуру 57, но я думаю, что мы что-то начнем делать, она начнет мгновенно меняться. Во-первых, мы проверяем мультимедиечку, например, YouTube 4K 60 FPS, мы с вами должны проиграть и посмотреть на его конечную температуру, проиграть торрент и, грубо говоря, поиграть в какую-нибудь игру. Но температура разнится очень сильно, то есть просто-напросто вот эти вот сеточки, которые антипыльные, как они их называют, они играют злую шутку. Вот 4К 60 FPS YouTube воспроизводится 65 градусов. Если мы, как мы помним, это было больше, чем 70 градусов. То есть элементарно вот раскрутили, достали эти сетки, и у вас совсем другая температура, не нужно колхозить никакое охлаждение. То есть даже вон 64 упала температура. С YouTube все понятно, вот интересно больше, как торрент себя поведет в этом всем действии. И игры, к тому же, тоже интересно. Давайте запустим наш торсерв. Джентльмены. Вот она. Она вот у меня в руках лежит. Вот она такая красивая. Давайте. И поехали смотреть. Через Vimeo Media Player, конечно же. И я вам напомню, тогда даже на старте оно было уже там 74-75, а сейчас это 68 градусов. И советую понаблюдать. Пусть играет. Вернемся для вас пару секунд. Для меня пройдет, какое-то время. Посмотрим на температуру. Ну слушайте, ждать уже дальше толку, он 68 упал. Короче, температура для торрента более чем идеальная. Но я вот прогнозирую, что это будет 71-72 градуса максимально в тяжелом торренте. 69. Но, ребят, это не 77, не 78 градусов, как это происходит с этими вот пыльниками. Зачем их было вообще сюда приделывать, не знаю. Компания-производитель, конечно, с одной стороны, это забота, но с другой стороны, он же с плохой ветреной сопротивляемостью. Воздушной сопротивляемостью. Сопротивляемость хорошая. С плохой воздушной проводимостью. Сильно мелкие соты. 70 градусов. Давайте еще пусть 69. Она колеблется. Все, здесь нету ничего. Кстати, в тротлинг-тесте он также показывает температуру 72 градуса, как и с этими сеточками. То есть 72 градуса это его нормальная максимальная температура, которую он дает. Но вот я думаю, что в играх мы его закипятим немножечко посильнее. Я сейчас подключаю обратно мой геймпад и запустим Asphalt 8. Вот все-таки он кипятит очень сильно приставки. Он подключил. Поехали. Ну и вы помните, чем там это все дело выливалось? То есть здесь 74, там это было уже 78-79. Опять же, я все-таки вот насчет игры без активного 77, без активного охлаждения я против. Я против, потому что сам по себе 905X3 он горяч. Как таковой, то есть процессор горячий. И даже вот какой бы там крутях.
Слушайте, что-то я здесь вообще сейчас такое начудил. Сам по себе 905X3 горячий и сам разбился. 80 градусов. Ну да, в торрентах это ощутимо, то есть для мультимедиа, а для вот этих вот самых моментов, которые мы имеем по игровым возможностям, хотя 80, там было 86. Слушайте, ну вот справедливости ради показываю как есть. В играх мы, хотя и получили падение температуры, но не сильное, не сильное. То есть в основном это вот падение температуры у нас в мультимедийных возможностях. Поэтому переходим, резюмируем, есть как есть, говорю всю правду. В качестве резюме могу сказать, вы знаете, мы действительно рекомендуем данный ТВ-бокс. Рекомендуем его почему? Именно, знаете как, нет, мы его рекомендуем до $50. Потому что до $50 это суперовая коробка, которая имеет HD звук, True HD звук, DTS HD Master. Она имеет автофреймрейт от Google API, вернее через Google API реализованный. Она отлично работает со всем контентом, мне это нравится. Есть самбо сервер, слушайте, да тут много чего есть. То есть по сути, и еще, мало того, я получил уже обновление, я получил уже обнову, пока тестировал, да, я уже получил обнову. Это нормально. То есть есть надежда на то, что здесь будет все обновляться, и мне это нравится. Кстати, ждем Android TV прошивку, а она будет, я уверен, что она будет, потому что у нас столь популярные ТВ-боксы, их пилят очень быстро. И вот если до $50, я, конечно же, советую покупать TOX. Если выше, то советую обратить внимание на Yugus X3 и на Yugus X3 серию, если вы хотите сэкономить. Если у вас есть деньги, то, конечно, там уже можно рассматривать что-то подороже. Yugus, Белинки, Shield, Zidu и все остальное. Ребят, рекомендуем, ссылка в описании под видео, подписываемся, нажимаем колокольчик. Ну а с вами был Bubble на канале Технозон. Пока, ребят.